Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Blue Hole, на нижней позиции Team Step, классический генерал Гла. На верхней позиции Маракар, токсиновый генерал Гла, доктор Тракс. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, обязательно подпишитесь и ударьте в колокол. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Игра в рамках турнира Who is the King или Кто король. Никаких правил, призовой фонд 500 баксов. И это, друзья мои, финал турнира. Маракар уже успел открыть счет, а потому Team Step надо брать игру и тем самым сократить отрыв от Маракара. Маракар, естественно, у нас сейчас чемпион мира, ну а Team Step входит в топ-3 генеральского сообщества. Посмотрим, чем закончится их противостояние, и пусть победит сильнейший. Фейковый военный завод поставил Team Step, сапплай есть, 2 казармы, начинаем захват вышек, которых на этой карте много. Ранее уже в реплеях я об этом говорил, и не думаю, что это нужно повторять, все и так все запомнили. Разбег рабочих от Маракара, выставляется позиционочка, справа также бежит рабочий, здесь, напоминаю, док снабжения, поэтому нужно, естественно, позиции занимать. Карта для Гла просто шедевральная на самом деле. Сапплай, 2 казармы, военный завод, все то же самое делает Маракара, и также готовится к захвату вышек, и, кстати, который уже изучен. Токсиновый повстанец загружается в техничку и пошел вперед, а здесь норка на норку, и, по всей видимости, Team Step построит свою норку быстрее. И поехал, кстати, техничка вперед, хотел рабочую передавить, но она уже позицию-то достроила, но зато минус повстанцы, и сейчас Маракару придется еще раз потратиться для того, чтобы побежать туда к вышке этими самыми токсиновыми ребелями и попробовать эти вышки захватить. Ну а здесь Маракар приехал, течью, попытался отменить рабочего, да не вышло. Норка достроилась, ну и также достраивается тоннель от Маракара, рабочий на месте, и начинается перестрелка. Техничка пришла, попыталась также и на этой вышке отменить захват, но к сапплаю подъехать не получилось. Здесь интересно, кстати, Маракар сделал, что подъехать достаточно тяжело вот сюда, вот в эту такую коробку. Он все здесь перекрыл просто. Шикарен Маракар, очень красивый мув на самом деле получился. Ну а здесь также перестрелка, ракетчик стреляет куда-то в пол, правда, не совсем я понимаю, в чем прикол, а тут домик отменили. Его надо сейчас подлечить, чтобы ракетчика посадить. А здесь отмена норки. Все-таки Team Step ее уничтожили. Маракар начинает захват вышек. Ну и минус техничка. 2 технички от Маракара продолжает на базе у себя кататься. Ну и минус ракетчик. Team Step, что там на базе? А на базе добавляется 2-й военный завод. И 2 сапплая вовсю качает. 2 вышки есть. И 2 вышки правее. Справа также позиции от Маракара. Здесь уже захватить будет не так легко. 3 технички катаются. Выход еще один ресурсный центр, это Team Step, а здесь Маракар устанавливает свой ресурсник. Ну и ребеля побежали еще раз попробовать, попытать счастье захватить вышки. На центре по-прежнему одна нора от Маракара и одна нора от Team Step. Ну вот этого ракетчика, наверное, нужно уводить. Технички возвращаются, просто прокатились, видимо, здесь посмотрели, что происходит, и едут ниже по карте. А здесь захват вышки, и можно попробовать отменить это дело, но Маракар едет дальше, он не хочет, чтобы в башню сюда сели ракетчики. Плюс еще и норку здесь построить не дает. Технички подъезжают, минус 2. Отлично, в принципе. Ну и потери также у Маракара имеются. Рабочий на месте, он в домике тут отсиделся. Но есть токсиновый трактор, который этого рабочего отменяет полностью. И через ракетчиков каркас норы, я думаю, что закроется до конца. Либо Маракар его отменит самостоятельно. Токсоребель побежал. Там на пути танк Скорпион, можно передавливать в целом, а здесь ребель от Team Step. Может, вот эту вышку, да, внизу можно захватывать, и рабочего было бы неплохо привести также на этот, ну, так, полуостров, наверное, так это назовем, и здесь свой сапплай поставить. Перестрелка домов, и дом уничтожается. Токсоребель побежал, возможно, даже перехватывать вышку. Ну, тут есть чем отвечать. Тут Скорпионы, ракетчики. Ну, ракетчиков вести сюда, конечно, не вариант по токсинового ребеля. А вот Скорпионами, техничкой, там, передавить тем же токсотрактором ребеля вполне себе можно. И выставляется сапплай на центр. Минус ребель. Захват вышки, это Team Step, и вышка будет сейчас под его контролем. Также 3-й сапплай на базе, выход в дворец и 3-й военный завод, правда пока фейковый. Что же касаемо Маракара, 3 военных завода есть, плюс дворец также строится. В принципе, по ресурсам все круто у каждого из бойцов, и сейчас уже захватывается арт-платформа. Поехал Маракар вперед, тут техничка с ракетчиками, она, правда, удаляется здесь от токсиновой норы, и можно передавливать рабочих.
Здесь тем временем перестрелка Скорпионов, пробивает здесь снара, также строит здесь Тимстеп еще одну позицию. Но нужно подъезжать поближе, как-то добавлять, наверное, юниты, а Тимстеп блокирует сапплай Маракару. Минус ракетчики, Токсаребель отработал, и можно в бункер садить. Тимстеп наступает на бункер. Перестрелка, рабочий подхиливает, а вот Маракар этого не делает. Но все равно удается Тимстепу бункер перебить. Токсаребель пошел вперед. И сейчас просто можно всех ракетчиков перебить, но с помощью Скорпа и Токсотрактора, я думаю, здесь Тимстеп справится. Выход в еще один ресурсный центр. И минус вся пехота Маракару. Токсотрактор работает, конечно, изумительно. А токсиновые норы на Токсотрактор не реагируют, и можно сейчас заехать и разбрызгать токсины. И все пехотинцы просто сейчас погибнут. Ну, по крайней мере, сапплай не будет работать точно. Токсаребель пока живет. Скорпы вышли. Уже с грейдом на ракеты. И Токсотрактор идет под снос. Маракар тем временем наступает справа. Идет прямо под вышку, закрывает тоннель. Тоннель, по всей видимости, пойдет под снос. Но, правда, Маракар теряет. Есть потери в виде одного танка Скорпиона. Возможно, даже потеряет еще один. И появляется уже рокетбаги, плюс добавляются 2 каркаса норы. Закрывается Маракару, по всей видимости, атака полностью. Но он вновь меняет вектор. И теперь он вышел опять на центр. Сюда на проход. Посадил свою пехоту сюда в домик, и подрывники побежали сами, но подорвались только на одном Скорпионе. Маракар как будто бы пожертвовал этим делом. И норка до конца закрывается. Еще Скорпионы добавляются. А токсинового генерала, на самом деле, Скорпионы — это универсальное оружие. Как против пехоты, так и против техники. И уже Джерман Кейл появляется Тимстепа, значит, уже готов дворец. И минус пилот в одном из танков Скорпионов. Работают очень хорошо ракетчики. И надо бы норку Маракару достроить. Нужно рабочего привести. Побежал подрывник, но погибает в токсинах. Маракар пытается подойти еще ближе, но тут очень много у Тимстепа позиций. Вообще, если вы обратите внимание на миникарту, то он как будто бы одну сплошную линию такую провел. И это очень эффектно на самом деле выглядит. Работают рокетбаги, правда, пока без грейда. Побежал подрывник, но он что-то как-то затыкал, и бежит злая толпа. Прогоняют Маракара, все-таки Тимстеп отбивается, а вот так близко подходить, наверное, к бункеру-то не стоит. Плюс там еще Токсаребель сидит и может просто потерять все. В принципе, Тимстеп так и сделал. Уж простите за смех, но все рокетбаги были потеряны. Но есть еще запас. Пробивается Батлбасс, и он переворачивается, но пока еще живет. Начинает стрельбу, плюс Скорпионы, и прямо под рабочих Маракар подходит, пытается сокращать экономику, и скат-лаунчи. Тимстеп взял в повышениях, и, кстати, уже 3-й ранг у каждого из бойцов имеется, и по экспоинтам Маракар даже немного, но все-таки впереди. Отмена рабочих также не дает построить Маракару норку. Вот эти бункеры очень жаль, что пустые на самом деле здесь у Маракара. Хотя бы по ракетчику было бы неплохо сюда посадить и немножко подзадефать вышку. Еще больше позиций, еще сапплаи. И, по сути, Тимстеп дефается. И я так полагаю, что да, именно то, о чем я и думал. Это строительство скат-штормов. По всей видимости, мы в скором времени увидим просто огромнейшую, какую-то мощнейшую перестрелку с супероружием. И выход в еще один ресурсный центр. Маракар занимается тем же самым. Также устанавливает скат-шторм. Но, правда, всего один, и выход в командный центр. А вот от Тимстепа пока командника я не наблюдаю. Но вот как раз-таки каркас и токсиновый ребель-амбуш. Токсиновый ребель-амбуш и минус ракетчики в зданиях. И Маракар своих токсоребелей сядет прям в аккурат под вышку. Можно пробовать перехватывать, а здесь позицию уничтожать и ставить свои. И по счету сейчас у Тимстепа строятся 3 скат-шторма, и один из них уже готов и начинает обратный отчет. Джерман Кейл уничтожает пилотов в Скорпионе. Попадает под раздачу рокетбаги, и скат-лаунчи делают залп. Ой, как мощно. Раз, два, три, 4. По-моему, 5 танков Скорпионов сейчас было потеряно. И рокетбаги в единственном числе пытается пробить вышку, но добавляются ее друзья. И можно сейчас вышку Маракару до конца-то закрыть. Все, минус. Есть минус вышка. Ну и здесь можно сделать ответку. И, кстати, все больше и больше позиций делает Тимстеп. 4-й ранг уже у Маракара. Выходят рокетбаги, здесь только Скорпион и злая толпа. Я думаю, что Тимстеп справится с этой полуатакой такой, что ли. Я думаю, что беспроблемно даже. Минус Скорпион.
Да, домик уже уничтожается, минус злая толпа с помощью скат-лаунча, и вот осталось только вот этот скорпион закрыть. А здесь вообще просто стоит Маракар. Можно подойти поближе и просто подзаработать кэш-баунти, почему бы и нет на самом деле. А тут злая толпа от Маракара пока только готовится. Надо больше добавлять. И выход в черные рынки, и у нас уже 4 супер оружия на карте. 3 скат-шторма у Тимстепа, и пока только 1 у Маракара. Подходят скорпионы, рокетбаги, нужно защищать скат-лаунчи. Джарман Келл минус пилот. Ну, ответный Джарман у Тимстепа и Джарман Келл Маракару до свидания. И верхний боец, кстати, разворачивает строительство второго скат-шторма. Но у Тимстепа строится еще 3. То есть 3 есть и еще 3 будет. И в сумме 6. Это мощно. Это прям уже такая серьезная заявочка на победу, как так сказать. И очень много позиций. Очень много позиций у Тимстепа. Скат-лаунч работает, пробивает бункер. Через центр собрался идти Тимстеп. Теперь уже Тимстеп идет в наступление. Ну и Маракар на месте не стоит. С помощью 2 батлбассов он также напрягает. Плюс скорпионы здесь работают. Все ближе и ближе подходит к Маракар. Но мне кажется, такими темпами он свои басы потеряет. Но он и неплохо... Ой-ой-ой-ой, Тимстеп как неудачно он вышел. И есть потери. Потери скат-лаунчи. По-моему, даже есть потери среди рокетбаги и вышка бойцу под фиолетовым цветом закрывается. Ну и он переворачивает батлбасс Маракару. Хорош. Очень хорош, но потери. Потери есть. Причем у каждого. Злая толпа. Но есть квады, справится. Вопрос, где Джарман Келл? Погиб или жив? Пока, по-моему, Тимстеп его не использует. Работает тем временем скат-лаунч и вновь басы. Только теперь уже через центр. В принципе, здесь Маракар добился чего-то. Вышку отменил. Пробил по юнитам, басы идут вперед, есть ли чем защищаться, есть квады, есть рокетбаги, есть скат-лаунчи, но вновь большие потери. Батлбассы очень много дают сплэш урона, очень сильно пробивают сейчас. И минус квад, но в принципе закрывается. Закрывается здесь басы, много ракетчиков, и, возможно, мы увидим даже ответный батлбасс уже от Тимстепа. Как бы все для этого есть. Есть ракетчики, есть заводы, и еще больше скат-штормов. Скат-штормов уже 4, и еще 3 добавляет Тимстеп, и их будет уже 7. Тем временем пока у Маракара только 2 скат-шторма, но он строит еще 2, и Тимстеп делает выпад с помощью 2 рокетбаги, добавляет еще тут скорпионы, и попадает Тимстеп, к сожалению, под огонь этих скорпов. Имеет потери, ну и также потери есть у Маракара, и он теряет все свои скорпионы, по всей видимости. Очень мощный квад, который тут дозавершил эту оборону от этой атаки. Очень много ракетчиков. Было бы неплохо батлбасс вывести на самом деле. А здесь тем временем стоит саботер от Тимстепа. Тимстеп готовится к тому, чтобы сделать саботаж, а тут тем временем скрытая атака. Летит токсобомба, я так полагаю, на заводы, токсиновый ребель амбуш и куча батлбассов выходят сейчас Тимстепу на базу громить огромнейшее количество скат-штормов. На данный момент их 6, там где-то строится 7-й, насколько я знаю. Вот он, минус 1 скат-шторм. Батлбассы, конечно, переворачиваются, бьется еще один. Там рабочий подбегает, пытается его как-то отремонтировать. Также из перевернутых басов тут также ракетчики стреляют. Но скат-лаунч работает, пытается отменить все это дело. Также я слышу Джарман Келла, который отменяет пехоту. Есть также Джарман Келл и от Тимстепа, который также пехоту громит. И отмена серьезная на самом деле. 3 скат-шторма сейчас у Тимстепа потеряны. И по скадам сравнялись. Но Тимстеп в любом случае все равно выстрелит первый, это понятно. По скадам сравнялись, 4-й готов. Все, 4-4 по СВ. Крут Маракар на самом деле. И скат-шторм готов. Готов скат-шторм угла. Сейчас по Токсу просто прилетит залп. Вопрос, который из них. Если я не ошибаюсь, какой-то из этих двух будет стрелять первый. Пока Тимстеп его бережет, он хочет отбиться от последних ракетчиков Маракара. И выстрел! Я бы на месте Тимстепа ударил по экономике, по вышкам, по черным рынкам. И по вышкам как раз таки Тимстеп и делает залп. И падает башня, добивает одну из вышек, и ставится еще скат от Маракара, и военный завод также добавляется. Но все равно Тимстеп на карте выглядит очень круто. У него очень много здесь позиций на базе на самом деле, но это, к сожалению, ему не помогло для того, чтобы очень быстро отбиться от Маракара. Маракар все-таки смог вывести свои батлбассы и перебить супероружие Тимстепу. Сейчас по количеству СВ Маракар вышел вперед, у него их 6 против 4 Тимстепа. Нужно восстанавливать количество скат-штормов бойцу под фиолетовым цветом. Военный завод готов.
На центре ресурсов становится все меньше, и залп второго скатшторма. Вопрос, что на этот раз будет Тимстеп пробивать? Рынки. Может быть, военные заводы. Здесь была предпринята попытка атаки, кстати говоря. И вот именно сюда, вот в этот сектор бьет Тимстеп. Я так полагаю, что сейчас сюда вновь он попрет. Правда, пока для начала нужно отбиться от басов. В принципе, Тимстеп с этой задачей справляется. И открывается скрытая атака. Тимстеп пробил по позиции и уничтожает один из скатштормов Маракара. Нужно разводить войска, там батлбас. Будет очень большой сплэш-урон, если так юниты будут друг с другом рядом стоять. Добить бы скатшторм, токсобомба на военные заводы, здорово. Но это токсиновый генерал, и с помощью Скорпиона с токсиновыми ракетами, да, он очищает просто все эти токсины от обычного глашника. Здесь тем временем рабочие побежали, которые просто погибают в токсинах. И я слышу еще залп скатшторма. И он пробивает по рынку. И, в принципе, здесь стоял скатшторм, но Тимстеп справился с ним намного раньше. Он через юниты смог его закрыть. Еще добавляет канки Скорпионы. Также здесь рокетбаги была. Но есть басы. У токсинового генерала есть басы. И он закрывает эту атаку, но неплохо так потерял. Было 2 залпа, даже, по-моему, 3. Да, было 3 залпа. И на этом секторе также дрался Тимстеп юнитами наземными. И довольно-таки неплохо здесь пробил по Маракару. По СВ все равно токсиновый генерал ведет. Новый залп. Вопрос, что Маракар будет бить. Он будет бить позиции справа. Также он готовится к наземной атаке. Но понятное дело, для чего он это делает. Он просто здесь проредил все. Чтобы меньше было нож, чтобы меньше было стингеров. Вышел вперед, но у Тимстепа есть ответка. Но токсиновый ребель амбуш. Пробиваются рокетбаги, танки Скорпионы. И Маракар побеждает в этой дуэли. Нужно чем-то добавить. Но тут очень крутой домик. Там очень много ракетчиков. Джарманкел помогает здесь, пробивает пилота. Батлбас до конца закрывается. Но есть еще чем добавить. Маракар идет вперед с помощью баса. Под скатшторм. На скатшторм еще один метит Маракар. Ну как же он крут. Хотя у Тимстепа всего хватает. Есть и экономика вроде бы как. Есть и юниты. Но у Маракара и флуата больше, и СВ у него больше. И сейчас, по всей видимости, он сократит еще на одно СВ количество супероружия у Тимстепа. Да, минус скатшторм. Минус скатшторм, правда, с потерями, но Маракар все равно круто делает, просто фланг очищен. Но вышка жива, сапплай отстроится. Здесь бы неплохо было бы добавить позиции. И танк Скорпион, кстати, до конца Маракару закрывается. Еще скатшторм. Еще один залп. Что на этот раз будет бить Маракар? Вышки? Может быть вышки, может быть по заводам ударит. И открывается, кстати, скрытая атака. И это Тимстеп также под скады. Маракар бьет по супероружию. Тогда нужно скрытую атаку здесь открывать. Тимстеп вышел своими юнитами. Также здесь и Джарманкел, который без труда может справляться с батлбасом путем того, что просто убьет пилота в нем, а дальше перестреляет всю пехоту. И этим, точнее, Джарманкел и занимается как раз таки. Юнитов, правда, маловато здесь. Но переворачивается батлбас. Надо бы еще что-то оттуда вывести. Открывается ответная скрытая атака. Правда, в аккурат под бункер. Что там у Маракара? Опять батлбасы. И просто он сейчас уничтожит 2 скатшторма. Минус СВ. Минус второе. Да, там есть чем помочь, чем попытаться отбиться, но очень серьезные потери по супероружию Тимстепа. Ведь лидирующая позиция была. Так еще и вышку здесь пытается Тимстеп, точнее Маракар Тимстепа убить. И удачно. Еще один залп. Токсобомба на заводы летит. А Тимстеп тем временем по вышке бьет и бьет по СВ здесь. Если бы была скрытая атака, то можно было бы попробовать Маракару до конца скатшторм-то закрыть. И, кстати, перекрыл. Перекрыл Маракар Тимстепу военный заводу с помощью токсобомбы. По флуату вроде бы как примерно одинаково себя чувствуют бойцы. Здесь батлбас, злая толпа, бьет сапплай. До вышки было бы неплохо добраться. Тимстеп пошел вроде бы как в атаку. А что у него по вторичке? Я что-то не наблюдаю рынков. Но вот один рынок я вижу. Есть вышка. Есть здесь еще... Здесь где еще вышка? Вот справа вышка также имеется. И я так полагаю, что это все, что ли? То есть, ну вот, по-моему, рынок, да, восстанавливается еще. То есть экономики мало. Скатшторм. И потом, притом не один, я так полагаю. По скатшторму Тимстепа и по военному заводу. И все, скат, точнее, по дворцу и скат остался один. А у Маракара что по вторичной экономике? Раз, два, три вижу рынка. И тот, один из них тут громят. И Тимстеп сдался.
Тимстеп сдался, у него похоже, что с экономикой совсем плохо стало, и он решил просто не продолжать дальше эту игру. Но действительно, Маракар это тот случай, когда он просто перевернул ход игры, на самом деле. Хотя в какой-то момент я считал, что тут Тимстеп уже просто выиграет без вариантов. Столько СВ и такой контроль карты. Но тем не менее, Маракар все-таки смог, все-таки победил. И счет становится 2-0. Полный поединок вы можете посмотреть на моей трансляции, которую я недавно проводил. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Алекс. Играйте генералы.